Всем привет, с вами Пиксел, мы продолжаем играть в игру под названием Зуба. И сегодня, ребятки, посмотрим с вами новые скины из новой коллекции, которая у меня теперь не появляется, да. Не знаю почему, это странный баг, но вот такие вот дела. Основным призом этой коллекции является вот такой вот скин приключенца Молли. Красивенький такой, с рюкзачком. Ну, в этот раз видно, что прорабатывали неплохо. Даже шапочку для Джоуи сделали. Это вроде третий или четвертый скин только на Молика появился у нас в игре. И это приз, да. Чтобы этот приз получить, вам нужно достать каким-нибудь образом. Ну, либо у вас уже были эти скины, либо купить с нуля 5 скинов. Первый скин это вот на Шелли. Есть прекрасный скин. Дальше идет скин у нас на Дону тоже. Потом на Генрика. На Генрика, кстати, скин, если не ошибаюсь, за 10 уровень давался. Наверное, будет сложно сейчас посмотреть. Ну, давайте попробуем. Тут же можно на десятку нажать, если игра не будет лагать. Да, не будет, конечно. Да, вот он, за 10 уровень дается скин на Генри. Потом идет еще скин на Орла, вот такой вот красивенький летчик. И последний скин это на Эдну. Но тоже дается, кстати, на 10 уровне просто халявный скинчик. Ну, опять же, 10 уровень попробуй докачай еще, да? Не спрашивайте, почему у меня третий, мне просто разраб выдали, чтобы я вам все показал. Такие вот дела. Мы сегодня начнем играть с Кенгуру Молли. Я вам покажу все скинчики, так сказать, достойные, да, этого всего. Ну и, я же говорю, заполучайте эти 5 скинов, и у вас получается Молли в... Ну, бесплатно получается, по итогам... Блин, ну короче, в понедельник уже будут, по идее, выдавать, скорее всего. То есть акция действует до понедельника, поэтому кто хочет, поучаствуйте. А мы сегодня посмотрим скинчики. Мы, возможно, даже анимацию завезли, но это вряд ли. В последнее время что-то анимации не хотят завозить. Не знаю почему, разрабы, как всегда. Вообще, в последнее время что-то странное происходит с Зубой. Ивенты запускают, они криво работают. Ивентам уже должно, ну, полгода, если не год. Ну, короче, игра еще лагает. Офигеть. Моя команда, как всегда... Вы видели, что делал Хамелеон? Просто зашел и умер. Просто зашел и умер. Как же это прекрасно, я считаю. А я гранату не смог залутать. Вы видите, вот. У меня просто сейчас нет слов, у меня горит немного. Надо успокоиться. Да как они тут вообще так бухуют дерзко? Офигеть, они... Вот, что вы понимали, мой склад противников только что. Они просто ушли. Просто ушли. Вы это видели вообще? Просто склад противника ушел. Сначала мой Хамелеон залетел, умер в 5 противников. Потом склад противников просто ушел. Где логика? Где она? Это рандомчик в Зубе, да. Опять же, 13 уровень я, со мной 8. Похоже, баланс опять открутили, не знаю, правда, почему. Возможно, им что-то не понравилось. Ну, почти именно так. Вот патч 3.27 как раз открученный баланс назад. Зачем? Непонятно, но... Фух, успел вернуться. Кстати, по луту хорошо. Почти фулл золото. Можно даже победить в этом бою. Ну, скинчика, как видите, анимации никаких нету, но смотрится прикольно. Шапочка, конечно. Вообще, в нашей игре шапочки прикольные, все смотрятся, по идее. Ну, такие, которые большие, там, детализированные. Потому что, по сути, когда вы играете, ну, что вы... Особо скин не видно, видно только вот, что на спине там, немножко шапочку и все. Поэтому нужно, чтобы, как бы, эти моменты были самые четко детализированы. Ну, на мой взгляд. Ну и после боя там красивенько можно тоже посмотреть. Ладненько. Наверное, мы сейчас изи победим, потому что против нас остался уже один склад. Противников не так много. О, орел летит. Так, надо его шотнуть. Или как можно больше с него снести. Отлично. Я все сделал красивенько. И мы орлу не дали возможности сбежать. Ну, я бы ему и так, наверное, этой возможности не дал бы, потому что, ну, все-таки кенгуру, да, все дела. Опять же, это был, кстати, орел из того недобитого сквада. То есть, по идее, есть еще более жесткий сквад, который может нас вынести. Блин, что ж так лагает, я не понимаю. А, вроде понял, сейчас. Сейчас исправлю. Ну, это у меня тут, короче. Ой-ё! Что такие душные? Видали, кстати, миллиметра не хватило, чтобы попасть в орла. Ну, нажми ты кнопку, вот я кривой, как всегда. Так, кидаем гранатку, закидываем, чтобы они умирали. Главное сейчас орла вот этого трупика не отпустить, чтобы он не сбежал. Отлично. Потому что сейчас мы на этом месте сможем все пошотать. Крабик один там всех не шотнет. А за счет того, что они резали этого чудика, у них уже не получится что-то сделать. Да добейте вы краба, что вы стоите, смотрите? Офигеть просто. Просто стоят, смотрят, вон, смотрите на черепаху. Какой полезный, какой полезный. Даже Брюса тот был более полезный, потому что он отвлекал, убивал. И заметьте, у них 2 союзника в скваде. То есть в этом скваде, мне кажется, было еще 2 союзника помимо... Ну, меня. Точнее, не меня, но помимо
В общем, короче, у них там в складе должны были... Ну да, вот видите, это с одного склада вроде как были. Потому что они не пропадали. То есть Никс просидел в бочке с легендарной гранатой. Ни разу не помог своему складу. Хотя не могли победить, Краб там мог вытащить. Если просто эти два последних союзника помогли. Но они что сделали правильно? Они не помогли. Вот такие вот прекрасные у нас игроки. Вот это не смотрите, это бред. То, что он сейчас мне начисляет. Видели, там показала, кстати, сотка и показала выше сотки накинула. На самом деле нет, у меня не двигаются ивенты, потому что я их не выполняю, по сути. Ну, а смысл? Ивент, это надо каждые 4 часа заходить, это забейте. О, кстати, а что это такое? Рич, левел 18. Today. Вы поняли, короче? Получи 18 уровень сегодня и получишь легендарные сундуки. Офигеть, офигеть, 18 уровень. Чё, изи, сейчас качнем, да? Монет же так много, прям изи 18 уровень качать. Ладно, давайте посмотрим следующим скином не Донну, блин, хотел сказать Эдну, потому что на Эдну я скинчик еще не видел. Ну как не видел? В прокачке это было его видно, блин, как же далеко листать, надо было на другую сторону листать. А в игре еще не видел. Но опять же, ковбойский у нас такой сеттинг сейчас. Такой Эдна-ковбой с лосом, там все дела. Ну, кстати, красивый скинчик по сравнению с другими. Ну и погнали сразу в бои, тоже командные. На Эдне мне нравится играть, прикольный персонаж. На самом деле за счет ловушек очень классно смотрится. Опять же, активный навык, не активный навык, пассивный навык. У Эдны достаточно тоже интересный, помимо активного навыка ловушки. Это с отражением, но это отражение как-то странно работает. Я не понимаю пока что, как оно работает и в какой мере. Это нужно будет вот как-то в соло-боях затестить. Я, кстати, думал по поводу соло-боев тоже. Ну, в плане того, что надо бы в них зайти и как бы затащить там. Ну, в плане того, что в соло-боях будет пожестче, наверное. Итак, мы тут уже противничков находим, ловушки ставим. Ох, мои ловушки. Не, ну не помогают на самом деле. Помогают неплохо. Жесть. Ник сейчас, наверное... А нет, его оттолкнул. Видели, просто в миллисекунду его Лизи даже оттолкнула, ему все равно... А, капец. Очень обидно. То, что не получилось победить Никса. Ну, он просто на халяву залутал аптечку. Так, как он туда успел добежать? Какой шустрый, а? Блин, не достал. Ну, у меня сейчас не раскачаны атрибуты, сами понимаете, 3-й уровень. Как бы дальше даже не могу качнуть. По логичным причинам того, что... Ну, дальше просто невозможно качнуть, потому что жетонов не хватает. Жетоны очень качественно падают, в кавычках. Да. А давай глянем, какой пингвин. Мне кажется, тоже высокий. 10-й. Да. Абуза в игре нет. Чекайте, ребят. Нету абуза в игре, да? Я говорю, по-любому они вот эту обнову, когда 3.26 они запустили, вот, мы сделали баланс, в 3.27 все вырубили, если не хуже сделали. Вот по-любому, ну, это даже видно. То есть они говорили, вот, больше не будет такой разницы в уровнях, вот. Вот. Ну, скинчик мы посмотрели, скинчик красивый. Конечно, шапочка здоровенная, опять же, закрывает почти всего персонажа. Но выглядит прикольно. Было бы прикольно, если бы с нее торчали иголочки, типа, знаете, проткнула, все дела, ежик же. Но почему-то разрабы такого решили не делать. Ладно, давайте отправимся дальше. Посмотрим следующий скинчик. На Орла давайте посмотрим скинчик. Блин, на Орле тоже очень тяжко рейтинг. Ну, понимаете, на имбах что-то сейчас вообще как-то душно рейтинг поднимать. Беру Бака, не могу вообще поднять. Беру Никса, не могу просто... Ну, там за счет команды в основном. Просто команда неадекватная, поэтому это сложно сделать. Но челик взял 17-ю лигу. Жесткий, наверное, бицуху показывает. Красивая. Ладно, залетаем в ботика. Ну да, увернуться от гранаты так сложно. Конечно, сложно. Мы моя команда. Ладно, лутаем. Вот что это? Вот почему 3-й уровень? Как он мог... Спокойно, не бомбить. Не бомбить. Лута нет. 3-й уровень душат. Просто прекрасно. Дробовика до сих пор тоже нету. Ботик меня почти шотнул. Ну, красиво. Чё, пол хп уже нету. Это 2 удара от ботика. Класс. Класс. Просто... Я еще похилиться не успел. Офигенно. Ну, хоть сейчас меня бот не успел продамажить. И то радует. Ладно, надо затащить. Надо собраться. Неважно, какая команда, нужно тащить в любом случае. И действовать по обстоятельствам. Вот. И тогда будет все красиво. Ну, конечно, 3-й уровень Никс, конечно, очень полезный. Вот, реально, был бы там сейчас бот вместо Никса. Или вместо команды моей были боты.
Я бы изи затащил. Вот просто на таком же изи, жестком варианте затащил. Но, к сожалению, такого нельзя. А было бы классно. Мечтаю, на самом деле, о том, чтобы вместо игроков играли боты. Конечно, боты играют, но когда игроков на серверах нет, это очень редко такое происходит. Такие вот дела. Ладно. Ну, кстати, можно это маневрировать, потому что есть же разные у нас, как вы знаете, зоны, да? У нас там в игре можно выбрать 4 зоны, если я не ошибаюсь. Там Америка вроде, Европа, Азия и что-то еще. Или Южная, Северная Америка. Ну, короче, что-то типа того. Можно выбрать. И в зависимости от зон, там же можно ночь подгадать, да? И ночью по-любому будут боты, потому что команды будут собираться, ну, тяжелее. И, по идее, так можно легче набивать рейтинг. Но, опять же, там какой пинг будет, как у вас будет все лагать, это непонятно. Ладно, мы идем дальше. Противники любят побегать, мы никого найти не можем. Прекрасно. Ну, как бы нашли, но тут уже другого нашли, поэтому пока что тут останемся. Наш жираф уже там дерется. Модно дерется. Так, ну чё? Противнички, выходите. Блин, даже своих не спасать. Ну вот, понимаете, насколько сейчас все плохо в рандоме? Эх, вернули бы патч 4.26. Такой хороший патч был. Там хотя бы уровни были чуть-чуть, но повыше. Их хоть чуть-чуть. Ну, я вот раньше... Ну, в патче 3.26, когда ввели баланс, сказали... Ну, когда разработчики сказали, что ввели баланс в этом патче. После этого перестало попадаться... Ну, противники перестали попадаться низкого уровня. То есть раньше, если попадались, да, было такое. Было достаточно часто. Сейчас же перестали. Так, ну этих мы убили, главное. Правда, 2 аптечки я потерял. Блин, сколько там капканов? 3 или 4 капкана залутал, успел. Мне сейчас надо потянуть время и залететь в верхних противников. Или нет, не будем в них залетать, залетим в центр. Тут проблема в том, что, видите, 2 склада еще осталось, они, конечно, не добиты оба. Но у меня аптечек нету, я сейчас буду очень тяжело всех этих разваливать, не добить. Так, ну бобра я неплохо пробахал, отхилился за счет зубов вампира. Сейчас будем добивать, в общем. Жирафу уже не сбежать никуда. Ну, соло тащу. Что я могу сказать? Моя команда кого-то гоняет. Ну ладно, в принципе мы победили, остальное это не важно. Потому что было тяжело. Тяжело. Потратил 2 аптечки, чтобы убить 1 сквад. Ну, мне там чуть-чуть команда помогла, но такое себе, по помощи было. Ну что же. 2 скничика, точнее, почти все скнички мы уже посмотрели, уже 3. Осталось 2 скничика, это Дона и еще кто-то, и Черепах. И, конечно, на Черепаха, не знаю, зачем скин добавили в коллекцию. Где он там? Сейчас покажу. У Черепаха же скин, получается, ну давайте, ладно, сначала на Доне, а еще Генри в коллекции у нас. Ё-моё, это еще Генри, еще 3 скина. Ну да, Молли у нас же 5-й, 6-й точнее, и 5 нужно заполучить, то есть Генри... Ой, капец, как же много скинов-то, а? Ну давайте, погнали смотреть. Чё уж. Генрик все-таки прекрасный персонаж. На нем весело играть. Ну, если тебя не шотают, и если у тебя команда чуть-чуть кнопки нажимать может, то уже неплохо. Но это слишком много, наверное, требует Генрик. Точнее, от команды. Опять же, вот 5-й уровень. 8-й, 6-й. Что это такое? Это было вот как раз до патча 3.0 такое было. Ой, до патча 3.0. До патча 3.27 такое было. То есть и до патча 3.26 такое было. То есть было, но потом это пропало и стало нормально. Сейчас это опять вернулось. Почему? Непонятно. Интересно, что они там делают? Давайте посмотрим. Ну, что вы там делали? Понял. Занимались очень интересным действием. Кстати, заметьте, какое длинное копье у Генри. Жесть. Ну это золотое, хорошее. Блин, кайф. Я же говорю, на Генри просто кайф играть. Классный персонаж, имба лютая. Но он не может вытащить прям соло на сквад. Хотя нет, может. Может, но это надо играть от трупиков союзников. Опять же, трупики союзников не должны быть... Ой-ой-ой, нельзя быковать так сильно. Трупики союзников должны быть, ну, не в 1 секунду появляться, да? Так, Бака бахаем. Ага, уже не надо бахать, понял. Орла тоже бахаем пока что. На автоатаке ничего особенного не делаем. Пингвин меня словил, это проблема. Я пингвина тоже словил достаточно сильно. Какая у меня команда? Посмотрите, они все умерли. На пустом месте.
Мне сейчас это все соло убивать. Заметьте, опять моя команда. Вся умирает на пустом месте. Ну хотя бы змею резнул, и то хорошо. Посмотрите на эту дичь просто. Просто посмотрите на эту дичь. Сейчас походу умру. Какие же они бесполезные. Просто угораю. Просто это моя... Еще один сквад пришел. Как же мне это нравится. Как вам, ребятки? Чисто соло тащу. Как неожиданно, да? Ой. Как же мне надоело соло тащить эти бои. Дурацкие. Мне это уже просто надоело. Мне уже надоело соло эти бои тащить. Они хоть что-то будут делать? Вот что это за бесполезные? Задолбал жирафская морда. Дурацкие жирафы. Как же они меня все задолбали. Как я живу еще, не понимаю. Просто не понимаю. И все, я умер. 4 сквада в соло затащить. Как? Ладно, 3 сквада. 3 сквада. Еще бы хотя бы по одному скваду шли. Нет, они все вместе заперлись. 3 сквада. И заметьте, все были против меня. Просто 3 сквада в соло на Генри. Как? Ой, как же я эту игру люблю. Просто нечто. 3 сквада в соло. Эта змея проклятая не могла просто отойти в бок и кидать одну гранату из дробовиком. Просто это слишком сложно для нее. Понимаете, насколько игроки сейчас плохие в нашей игре. Это просто нечто. Фух. Ладно, погнали дальше. У нас есть имбадона. И последний у нас будет черепах. Я сгорел. Вот. Какой же все-таки классный персонаж Генри. Просто слов нет. Летаешь себе, хилишь, аптечек нет, ты все равно живешь. Резаешь этих неадекватов. Они умирают, у них дефибрилляторов нету, ничего нету. Они просто лежат мертвы. Ты их резаешь, они снова умирают. Ты их резаешь, они снова умирают. Ай. Спокойно, надо успокоиться. Да. Как после этого успокоиться, я просто не знаю. Моя команда уже разбежалась. Ну, короче. Чувствую, надо привыкать к соло-боям. Не, ну, по-другому здесь не скажешь. Просто надо реально привыкать к соло-боям. Надо адаптироваться к той душнине, которая там есть. Учиться выживать против этой душнины. И нагибать. По-другому, я не знаю. В командных боях, ну, сами видите. Ну, нереально. Ты один, против тебя 3 сквада. Твоя команда полные нули, которые одну кнопку нажать не могут. И так каждый раз. Каждый раз. Беспредел. Вон, у меня уже 2 сквада окружили. 2 сквада просто взяли и окружили. Нормально, да? А я даже не могу использовать... Короче, валим отсюда. Я сейчас не успею, да? Я сделал все, что мог. Возможно, нужно было остаться внутри. Но заметьте, я внутри, когда был, там был только Брюс. То есть мой сквад весь. Я даже не знаю, кто это были. Там Лизи была, кто-то еще. Вот это Яра, да. Но мой сквад был, по сути, это я и Брюс. И 2 сквада нас по бокам задушили. Все. Не тяжело. Ладно, ребят, последний скинчик остался. Давайте посмотрим его тоже. Который у нас входит в коллекцию, конечно, новую. Чувствую, скоро мы перейдем в соло-бои. Лучше уж та душнина, чем эта душнина. Ту душнину хотя бы можно хоть чуть-чуть, но контролировать в соло-боях. В командных боях эту душнину невозможно контролировать. Просто по 3 сквада, по 4, по 2 зажимают. Ну, 4 не может быть, да? Ну, в общем, по 3 сквада зажимают, ты никакой. Даже когда у тебя адекватный сквад, ты все равно не сможешь это вытащить, потому что, ну... Хотя ладно, когда у меня тут были адекватные сквады? 1 раз на миллион. Опять же, 6 уровень, я же говорю. Видите, баланс поменяли. Опять. Ой, разрабы. Как же сложно сделать баланс. Как же это сложно. Там столько вообще идей можно по адекватному балансу сделать. По урону, который у нас тут не показывается. По количеству нанесенных выстрелов. По количеству попаданий уроном, да. То есть там... Есть же персонажи, которые там, ну, к примеру, наносят, ну, не знаю. Там, миллион... Ну ладно, миллион... Там 10 попаданий за бой, условно, да. Есть, которые одно попадание наносят за бой. Ну, можно же это как-то разделить, как-то вносить эти параметры в рейтинг.
ну не в рейтинг, в подбор, там, параметры подбора. Вот опять же, играть с этими... Я не знаю, стоит с ними вообще играть, не стоит, все равно мы проиграем как бы. Потому что, ну, почему мы проиграем, опять же? Потому что это мой сквад. Гений на кролике, ничего не скажу. Нужно посидеть чисто сейчас, почилить, подождать, когда его команда придет его спасать, но они не придут. Ха-ха. Почему? Потому что это его команда. Потому что все команды сейчас такие. Он и сейчас выстрелить у меня успел на автоатаке, походу. Жесткий Никс, получается. Получается жесткий. Моя команда там что-то тоже веселится с кем-то, интересно с кем. Да вот кого-то бьют даже, ё-моё, они кого-то бьют. А, то наша Джейд, ну ладно. Так, сяду. Сейчас бачок себя сам убьет. Красавчик бачок. Я успел похилиться. Сядем бочку. А у меня, кстати, опять кнопки. А у меня опять и кнопки эти залипли. Я на них... Ой, как... Фух. Не гореть, не гореть. В очередной раз. Зачем я пошел к этой команде? Стоял бы себе. Стрелял бы с лука. Они бы все умерли, я бы был довольный, умер бы последний, получил бы больше рейтинга. Нет, я пошел драться. Делать все как надо. А моя команда не может эту кнопку нажать. Парам-парам-пам. Ладно. На этой прекрасной ноте мы закончим смотр этой коллекции. Блин, эти коллекции смотреть... Ай, в общем, не буду на это больше такие большие коллекции смотреть, потому что, ну, каждый скин посмотри, вот это вот покажи. Слишком долго это получается. Новые ивенты бесполезные. Ну, в общем, ребятки, игра у нас, как видите, очень прекрасная. Надеюсь, разрабы в ближайшее время хотя бы что-нибудь изменят, потому что, ну, вот это вот терпеть, это просто нет сил. Это все. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии. Играйте, наверное, все-таки в соло-бои или играйте, как я уже говорил раньше, с кланами, друзьями. И там у вас хотя бы небольшие, но шансы будут на победу. Такие дела. Не болейте, не скучайте. Всем пока-пока.